Представляете, в Японии кланяются не из уважения, а потому что не хотят получить по щам. А еще японцы женятся на подушках. Сейчас расскажу про это и другие безумные факты о Японии и японцах. Смотри до конца и узнаешь еще, почему японцы очень любят есть сырую печень лошади. Если ты из России, то не вздумай пытаться доказать японцу, что матрешка – это русское изобретение. Японцы очень не любят, когда кто-то лезет в их историю и могут дать по шее. Куклы Фукуро-Кудзё имеют долгую историю, которая началась в период Эдо. Это 1603-1868 года. Они были популярны среди самураев, горожан и купцов, которые верили, что куклы приносят счастье и удачу. Куклы Фукуро-Кудзё также отражают различные аспекты японской культуры, такие как кимоно, прически, музыкальные инструменты и цветы. Вы скажете «стоп», но это совсем не похоже на матрешку. Дело в том, что о матрешке мир узнал на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Там она заняла почетное 3-е место. Только не спрашивайте, что заняло первые 2 места. Так вот, в 1890 году, когда шли поиски русского народного стиля, Е.Г. Сапожникова-Мамонтова привезла из Японии вкладывающиеся друг в друга куколки, изображающие 7 богов счастья, которые вдохновили русских мастеров Василия Звездочкина и Малюткина, придумавших матрешку. Кстати, задолго до этого подобные куклы существовали в Китае и Индии, но это уже совсем другая история. Японцы очень серьезно относятся к мусору на улицах и стараются поддерживать чистоту и порядок в своей стране. Они сортируют и перерабатывают мусор по разным категориям, используют специальные пакеты и урны и выносят мусор в определенные дни и часы. Они также учатся с детства брать на себя ответственность за уборку в школе, доме и общественных местах. Они не терпят, когда кто-то загрязняет или портит их окружение, и могут наложить штраф или даже арестовать нарушителей. Японцы считают, что чистота – это не только гигиена, но и эстетика, мораль и уважение к другим людям и природе. Но при этом ты не увидишь мусорной корзины на улице. И если хочешь что-то выкинуть, то неси домой, если, конечно, не хочешь неприятностей. В Америке и Европе последнее время очень боятся обидеть меньшинства по расовым признакам, вере и много еще чему. И если у тебя слишком ранимые чувства, то лучше даже и не думай лететь в Японию. А если отважитесь лететь, то хотя бы не смотрите телевизор там. Некоторые японские рекламные кампании используют шокирующие элементы, чтобы привлечь внимание к своим продуктам или услугам, или чтобы выразить свое мнение по какому-то вопросу. Например, в 2017 году японская компания Nissin, производитель лапши, запустила рекламу, в которой показала, как ее продукт спасает людей от голода в Африке. В рекламе были использованы стереотипные и оскорбительные изображения африканцев, которые превращались в японцев после того, как ели лапшу. Реклама вызвала много критики и обвинений в расизме и нечувствительности. Ну или вот еще один пример шокирующей рекламы в Японии. Это реклама, которую снял японский режиссер Сион Соно для компании Gucci, производителя одежды и аксессуаров. В рекламе были показаны сцены насилия, секса, крови и смерти, которые должны были символизировать страсть, свободу и революцию. Реклама была запрещена для показа на телевидении, но была распространена в интернете. Реклама вызвала много отвращения и неприятия среди зрителей с европейскими взглядами. Шокирующую японскую рекламу может быть сложно понять и принять европейцу, так как она может противоречить его вкусам, ценностям и мировоззрению. Европеец может считать, что шокирующая реклама в Японии неуместна, неэтична, несоответствующая или даже опасная. Однако для японца шокирующая реклама может быть способом выражения своей индивидуальности, креативности, критичности или протеста. Японец может считать, что шокирующая реклама в Японии интересна, оригинальна, вызывающая или даже полезная. Но в Японии также нередко можно наткнуться на такую рекламу, что у тебя создается прямо физическое ощущение разрыва мозга. В такой рекламе логика буквально выходит из чата. И когда ты такое смотришь, просто теряешь дар речи.
Европейцу может показаться, что японцы чересчур вежливы, много кланяются, опускают глаза вниз. Но они не понимают самой сути этих жестов. Дело в том, что в древности самураю временами надоедало тренироваться на татами-омоте. Это специальные коврики из бамбука, которые сворачивались и по плотности были похожи на человеческое тело. И тогда самурай уходил в село в поисках жертвы. Если кто-то разбойничал, либо просто вел себя неуважительно по отношению к самураю, то он тут же использовался в качестве такого коврика. Если вы поняли, о чем я. Как после такого не быть вежливым? У японцев теперь такое поведение в крови. Но если ты будешь вести себя вызывающе и, не дай бог, столкнешься с кем-то из японских кланов, то быть тебе таким же ковриком. Существует заблуждение, что в Японии больше нет кланов, мол, это предрассудки из прошлого. Но на самом деле это не так. Если речь идет о современных японских кланах, то встреча с ними может быть опасной, если они связаны с преступностью, коррупцией, насилием или экстремизмом. В Японии существуют так называемые якудза – организованные преступные группировки, которые занимаются различными незаконными деятельностями, такими как рэкет, вымогательство, контрабанда, запрещенные вещества или проституция, а также азартные игры и вообще много-много всего. Якудза состоят из разных синдикатов, которые имеют свои иерархии, правила, символы и территории. Некоторые из них имеют давнюю историю и традиции, которые уходят корнями в период Эдо, это 1603 и 1868 года, когда они возникли как группы торговцев, ремесленников, актеров, игроков и других маргинальных элементов общества. Они также имеют связи с политикой, бизнесом, шоу-бизнесом и другими сферами жизни Японии. Некоторые из них действуют открыто и легально, другие же скрываются и действуют тайно. Встреча с якудза может быть опасной, так как они могут использовать насилие, угрозы, шантаж или подкуп, чтобы достичь своих целей или защитить свои интересы. Например, в 1992 году якудза убили журналиста Хитоси Игараси, который писал критические статьи о якудза и их деятельности. В 2012 году якудза атаковали активистов, которые протестовали против ядерной энергетики в Японии после аварии на АЭС Фукусима. Встреча с японским кланом может быть не опасна, если он не связан с преступностью и насилием, а является просто семейной или культурной группой, которая сохраняет свои традиции, ценности и обычаи. В Японии существуют такие кланы, которые занимаются различными видами искусства, ремесла, спорта, образования, науки, религии и других сфер жизни. Они могут быть дружелюбными, гостеприимными, открытыми и заинтересованными в обмене своим опытом, знаниями и мнениями с другими людьми. Например, в Японии существует клан Кавабата, который занимается изготовлением традиционных японских кукол нингё. Это семейное ремесло, которое передается из поколения в поколение с 17 века. Клан Кавабата имеет свою мастерскую в Токио, где он продает свои куклы, а также проводит экскурсии, мастер-классы и выставки для посетителей. Клан Кавабата считает свои куклы не просто игрушками, а произведениями искусства, которые отражают японскую культуру, историю и дух. В 2016 году клан Кавабата был признан в Японии важным нематериальным культурным наследием. Если, прогуливаясь по улицам Токио, увидите случайное кафе, то не спешите туда заходить. Дело в том, что в Японии есть много совсем необычных animal-кафе. Animal-кафе – это кафе, где можно пообщаться с животными, такими как кошки, собаки, совы, ежи и другие. Эти кафе очень популярны в Японии, так как многие люди не могут завести своих питомцев из-за ограничений в жилье, работы или других причин. Такие кафе предоставляют возможность расслабиться и получить положительные эмоции от общения с милыми созданиями. Animal-кафе также могут быть тематическими, например, посвященными аниме, манге, играм или другим интересам посетителей. В Токио есть кафе с кошками, собаками, совами, ежами, кроликами, кенгуру, лисами, енотами, капибарами и другими животными. В Осаке есть кафе с пингвинами, а в Киото – с козами. В Нагое есть кафе с черепахами, а в Фукуоке – с сурками. В Японии также есть кафе с рептилиями, насекомыми, птицами и рыбами. Animal-кафе обычно работают по системе входного билета или почасовой оплаты. В некоторых кафе можно заказать еду и напитки, в других – только напитки.
В некоторых кафе можно кормить и гладить животных, а в других только смотреть на них. В некоторых кафе можно фотографироваться с животными, а в других запрещено. В любом случае, нужно соблюдать правила и инструкции персонала, чтобы не нарушать гигиену, безопасность и комфорт животных и себя. Потому, если захотите посетить такие места, то для начала ознакомьтесь с правилами. У тебя есть любимая подушка? А имя ты ей дал? Если думаешь, что это странные вопросы, то ты точно не японец. В Японии появились подушки-партнеры в начале 2000-х годов, когда фанаты аниме и манги стали заказывать подушки с изображениями своих любимых персонажей. Подушки-партнеры обычно имеют размер 150 на 50 сантиметров и покрываются хлопковыми наволочками или наволочками из полиэстера. На них напечатаны изображения аниме-персонажей, знаменитостей или даже обычных людей, которые представляют собой идеальных партнеров для обнимашек или сна. Некоторые подушки-партнеры имеют двусторонние изображения, показывающие разные эмоции или позы персонажей. Некоторые имеют специальные функции, такие как вибрация, звук, тепло или даже запах. Подушки-партнеры стали не только предметом коллекционирования, но и способ выражения своих чувств и фантазий. Некоторые люди считают подушки-партнеры своими настоящими партнерами и ухаживают за ними как за живыми существами. Они разговаривают с подушками, обнимают их, целуют, берут с собой в поездки и даже женятся на них. Такое поведение называется вайфуизм, от английского слова «вайфу», которое означает «жена» в японском сленге. Вайфуизм – это форма парагамии, то есть психологического расстройства, при котором человек влюбляется в несуществующий или недостижимый объект. Подушки-партнеры вызывают разные реакции в обществе. Некоторые люди считают их безобидным хобби или способом снять стресс и одиночество, а некоторые считают их странным или отвратительным явлением, которое свидетельствует о низкой самооценке и социальной изоляции. Некоторые люди считают их опасным или нездоровым феноменом, который препятствует реальным отношениям, развитию личности и психическому здоровью. В Европе очень легко получить штраф за парковку в неположенном месте, но при этом сложно найти свободное место. В Японии этого места еще меньше, но они решили эту проблему довольно технологично. Автоматическая парковка автомобилей в Японии имеет долгую историю и широкое распространение. Первая автоматическая парковка в Японии была построена в 1965 году в Осаке. С тех пор автоматические парковки стали частью городского пейзажа и культуры Японии. В настоящее время в Японии есть около 1,4 миллиона автоматических парковочных мест, что составляет около 14% от общего числа парковочных мест в стране. Автоматические парковки в Японии имеют различные типы и дизайны, в зависимости от места, цели и технологии. Например, есть автоматические парковки, которые выглядят как гигантские колеса обозрения, пирамиды, кубы или даже дома. Есть автоматические парковки, которые предназначены для специальных автомобилей, таких как мотоциклы, велосипеды, электромобили или даже самолеты. Есть автоматические парковки, которые используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, распознавание лиц, беспроводная связь или даже квантовые компьютеры. Автоматическая парковка автомобилей – это система, которая позволяет автоматически парковать и выдавать автомобили с помощью механических устройств, таких как лифты, подъемники, конвейеры и роботы. Автоматическая парковка автомобилей имеет ряд преимуществ перед обычной парковкой, таких как экономия пространства. Автоматическая парковка автомобилей может вместить больше автомобилей на меньшей площади, так как не требует дополнительного пространства для маневров, въезда и выезда. Например, одна автоматическая парковка в Токио может вместить 200 автомобилей на площади 144 квадратных метра, в то время как обычная парковка на такой же площади может вместить только 16 автомобилей. Следующее – экономия времени. Автоматическая парковка автомобилей может быстро и безопасно парковать и выдавать автомобили, так как не требует участия водителя или персонала. Водитель просто оставляет свой автомобиль на специальной платформе и получает карточку или код, а затем забирает свой автомобиль по запросу. Среднее время парковки или выдачи автомобиля составляет около 2 минут. Далее – экономия энергии. Автоматическая парковка автомобилей потребляет меньше энергии, чем обычная парковка, так как не требует освещения, вентиляции или отопления. Также автоматическая парковка автомобилей снижает выбросы углекислого газа, так как уменьшает пробки и пробег автомобилей.
Японская кухня – это удивительное сочетание традиций и инноваций, которое отражает уникальную культуру и историю этой страны. Японцы очень ценят свежесть и качество продуктов, а также гармонию вкуса и внешнего вида блюд. Однако не все японские блюда могут понравиться европейцам, которые привыкли к другой пищевой культуре. Вот некоторые примеры таких блюд. Нато – это блюдо из ферментированных соевых бобов, которое имеет сильный запах, липкую консистенцию и острый вкус. Нато часто подают с рисом, соевым соусом и горчицей. Многие японцы считают нато полезным для здоровья, но многие европейцы не могут перенести его аромат и вкус. Санакидзи – это блюдо из сырой лошадиной печени, которое нарезают тонкими ломтиками и подают с соевым соусом и имбирем. Санакидзи считается деликатесом в некоторых регионах Японии, но многие европейцы не любят есть сырые органы животных, а также опасаются заражения паразитами или бактериями. Икра морского ежа – это блюдо из желтого или оранжевого мяса морского ежа, которое имеет кремовую текстуру и сладковатый вкус. Икру морского ежа часто подают с рисом, суши или сашими, а также с соевым соусом и васаби. Икра морского ежа считается дорогим и изысканным продуктом, но многие европейцы не могут оценить ее вкус и внешний вид, а также боятся аллергии или отравления. Это лишь некоторые из множества японских блюд, которые могут вызвать непонимание или отвращение у европейцев. Конечно, вкусы у всех разные, и нельзя судить обо всей японской кухне по одному или нескольким блюдам. Конечно же, не стоит бояться непонятных обычаев и правил. Надо просто сначала изучить эту страну, почитав статьи и посмотреть блогеров, давно живущих в Японии. А потом обязательно посетите эту удивительную страну, чтобы обрести огромное количество впечатлений на всю свою жизнь. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, если видео вам понравилось. И сайонара!